Человек, которого боялись даже сильные. Прямого, жесткого, с характером, который не прогибался ни перед кем. И вот самое интересное. Сначала он был противником ислама, но потом стал одним из тех, без кого раннюю историю мусульманской общины невозможно представить. Сегодня история Умара ибн аль-Хаттаба. История человека, который прошел путь от сопротивления к вере, от силы характера к справедливости, от обычного мекканца к правителю, чье имя осталось в истории на века. Умар родился в Мекке, среди курайшитов, племени, которое играло важную роль в жизни города. Это была среда, где ценили род, честь, слово и силу. Не ту силу, когда человек просто громко разговаривает в споре в комментариях. Нет, там сила могла решать судьбу человека буквально. Умар был человеком не мягким. Его характер описывают как строгий, решительный, даже суровый. И когда в Мекке начался призыв пророка Мухаммада, Умар сначала оказался не среди сторонников, а среди противников. И вот здесь начинается самое сильное в этой истории, потому что легко рассказывать о человеке, который с самого начала был на правильной стороне. Гораздо интереснее история того, кто сначала сопротивлялся, спорил, не принимал, а потом изменился. С Умаром важен не просто факт. Он стал мусульманином. Важен сам поворот. Человек с очень твердым характером не стал слабее после принятия ислама. Он стал направлять эту силу иначе. О деталях его принятия ислама в разных исторических и религиозных повествованиях рассказывают по-разному. Поэтому не будем добавлять лишнюю драму там, где ее нельзя уверенно подтвердить. Но основная линия такая. Умар сначала противостоял пророку, а затем принял ислам, и после этого его жизнь уже не была прежней. Иногда человеку не нужно становиться другим человеком. Иногда ему нужно просто направить свой характер в правильную сторону. Умар как раз такой случай. Когда Умар принял ислам, мусульманская община получила не просто еще одного верующего. Она получила человека, который не привык прятаться за спинами других. Это был не тот тип человека, который говорит «я с вами», но только если без риска, без проблем и желательно после обеда. Нет, Умар был прямым, и его прямота стала частью его силы. В 622 году мусульманская община переселилась из Мекки в Медину. Это событие известно как хиджра, и оно стало не просто переездом из одного города в другой. Это был момент, когда община начала становиться самостоятельной силой. Не просто группа людей с верой в сердце, а общество, которое должно было жить, договариваться, защищаться и строить порядок. И Умар был среди тех, кто оказался рядом с пророком в этот важный период. К тому времени Умар уже стал одним из главных советников пророка. Это очень важная деталь, потому что советник — это не просто человек, который стоит рядом для красивой картинки. Советник — это тот, чье мнение слушают. Тот, кто думает не только о себе, но и об общине. Тот, кто может сказать прямо, когда другие выбирают молчание. Умар был именно таким человеком. Жестким, но не пустым, сильным, но не без цели. В 632 году умер пророк Мухаммад. Для мусульманской общины это был огромный удар. И именно в такие моменты становится видно, кто способен держать себя в руках. Когда всем больно, когда каждый ждет ответа, когда одно неправильное решение может разделить людей. После смерти пророка Умар сыграл важную роль в том, чтобы мусульмане приняли Абу Бакра как главу общины. И это показывает еще одну сторону Умара. Он был не только человеком силы, но и человеком политического веса. Абу Бакр, первый халиф, сильно полагался на Умара. Это многое говорит о его положении, потому что правитель не опирается на случайного человека. Он опирается на того, у кого есть разум, твердость и доверие людей. Перед своей смертью Абу Бакр назначил Умара своим преемником. Так Умар стал вторым халифом. И вот тут начинается новая глава. Умар уже не просто советник. Теперь он человек, на котором лежит ответственность за всю общину. При Умаре исламское государство сильно расширилось. Но важнее другое. Он не просто смотрел, как территория становится больше. Он пытался выстроить порядок. Потому что большая территория без управления — это не государство.
Это просто очень большая проблема на карте. Умар занимался администрацией, судом, распределением средств и организацией новых земель. Он был не только военным и политическим лидером. Он был человеком системы. С именем Умара связывают важные административные решения: создание дивана, реестра выплат, введение исламского хиджрского календаря и развитие должности кади, судьи. Звучит не так драматично, как битва в пустыне, но именно такие вещи и строят государство. Победа может открыть дверь, а порядок решает, не развалится ли дом после того, как ты вошел внутрь. При Умаре арабские армии завоевали Месопотамию и Сирию, а также начали завоевания в Иране и Египте. Но снова, Умар запомнился не только расширением. Он основывал и развивал гарнизонные города. Среди них Басра, Куфа и Фустат. Это были не просто точки на карте. Это были центры управления, военного присутствия и новой общественной жизни. Проще говоря, Умар думал не только о том, как дойти дальше. Он думал, как удержать то, что уже есть. В памяти мусульман Умар остался как символ справедливости и твердой власти. Он был строгим. Но строгость сама по себе еще не делает человека великим. Строгий человек без справедливости — это просто человек, от которого всем тяжело. А Умара уважали именно за то, что его власть связывали с порядком, ответственностью и справедливостью. Он не был правителем, который хотел выглядеть великим. Он был правителем, на котором лежала тяжесть решений. И, честно говоря, это намного сложнее, чем просто красиво сидеть на троне. В 644 году Умар был смертельно ранен. Через несколько дней он умер в Медине. Но даже перед смертью он не оставил общину без порядка. Он назначил совет из 6 человек, который должен был решить вопрос преемника. Позже этот совет выбрал Усмана ибн Аффана. То есть даже в последние дни Умар думал не только о себе. Он думал о том, что будет после него. История Умара ибн аль-Хаттаба — это не просто история правителя, это история характера. Он был человеком, который сначала противостоял исламу, а потом стал одним из его самых важных лидеров. Человеком, чья сила не исчезла после веры, она получила направление. Человеком, который понял: власть — это не украшение, власть — это ответственность. И, возможно, именно поэтому его имя до сих пор вспоминают спустя века. Если тебе интересны такие истории, о людях, которые меняли ход истории не словами, а поступками, подпишись, потому что дальше будет еще сильнее.